Ты все еще один. И вроде бы и собой неплохой, да, и много чего имеешь, многого достиг, но все никак не можешь встретить ту единственную неповторимую. Давайте посмотрим, мои любимые мальчишки, почему же у вас не получается уладить личную жизнь. В чем проблема? Может быть, в ком проблема? Где зарыта собака? Давайте разбираться, как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и посмотрим сигнификацию, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личные расклады и на диагностику негатива телефон под видео. Ну, это, в принципе, то, что я только что проговорила. Вы человек довольно стабильный, да, вы много чего нажили. У вас, в общем-то, у кого-то может даже проиграться дом, полная чаша. У вас много чего есть, вы многого достигли. Вы человек, в общем-то, достаточно уверенный в себе. Единственное, вот хочется влюбиться до такой степени, чтобы... Знаете, может быть, до бабочек в животе, когда мурашки по коже. Вы можете это даже никому не говорить, но это глубоко у вас в душе, да, это такие ваши потайные мы сейчас смотрим. Вы человек очень чувственный, чувствительный. Вы хотели бы встретить такую же женщину, да, вот подобную вам. У кого-то проиграется, что, может быть, вы водного знака зодиака, хотя это не обязательно, это общий расклад. Но, по крайней мере, вы наделены такими качествами, да, чувственность, ранимость, эмпатия, у вас хорошая интуиция, вам нравятся, может быть, даже такие же женщины, да, вот с подобными характеристиками, как у вас, то есть вам не нужна какая-то продуманная, да, пусть она будет не такая красавица, но, тем не менее, она будет... добрая, она будет женственная, она будет настоящая, которая умеет любить, которая умеет чувствовать так же, как и вы. Знаете, вы как будто ищете себе подобную, но почему-то не можете найти, потому что, в принципе, вот нам показывают, что у многих из вас были разные. У кого-то это были романы, у кого-то это были отношения более долгие, у кого-то, может быть, это были просто такие знакомства, когда один-два раза на свидание сходил, ну, может быть, чуть подольше. Ну, на этом все закончилось, потому что некое разочарование, потому что вы не увидели те качества, те черты в этих женщинах, которые вы хотели бы видеть, да, которыми вы наделяете ту самую единственную неповторимую, которую вы хотели бы видеть рядом с собой. Знаете, вот показано, что кто-то из вас уже начинает немножко так адаптироваться, может быть, к одиночеству, потому что, ну, уже нет сил бороться с этими ветряными мельницами, нет сил действовать. Вы уже совершенно не тот человек, который были раньше. Да, вы готовы, в общем-то, если вы встретите такую женщину достойную, вы готовы вкладываться в отношения, но вот за кем-то бегать, бороться, завоевывать, вот как-то у вас уже ни сил, ни желания нет. Хотя, в общем-то, сами по себе вы человек достаточно энергичный, вы инициативный, вы страстный, вы очень любите кекс, да, вы такой, можете быть, неплохой любовник. Но, в общем-то, даже то, что вы большой любитель кекса, да, вас не останавливает завоевывать всех подряд, да, просто для постели. Это точно не про вас. Вам нужна стабильность, вам нужно постоянство, вам нужно быть уверенной в своей женщине, в новой женщине. Поскольку вы такую пока не видите в своем окружении, вам остается довольствоваться, ну, либо же кому-то вот редкими такими романами, да, вот, вы семьянин, причем, ну, до мозга кости, как это говорят, да. Тяжело, знаете, вот кому-то может даваться очень тяжело ваше одиночество, да, можете на людях вы ходить, мило улыбаться, одевать такую своего рода маску, что все хорошо, все замечательно, но на самом деле душа болит, а сердце плачет, потому что, ну, хочется ту самую единственную, да, ту самую семью, ну, хотя бы гражданский брак. Вы уже устали как-то вот даже морально тянуть ту ношу вот в одиночку. Я не говорю, что вам нужна женщина, которая вот взвалит на себя все ваши проблемы. Нет, ни в коем случае, потому что вы мужчина, вы добытчик, вы в общем-то, достаточно сильный, вы готовы добывать, да, но для достойной женщины.
И вы хотели бы просто такую поддержку и опору в этих жизненных каких-то ситуациях, ну, банальную такую женскую, да, вот поддержку. Когда тебе говорят, ты молодец, у тебя все получится, не переживай, не расстраивайся и так далее. Вот этого вам очень сильно не хватает. Причем еще нам показывает, что, ну опять же, это связано, да, вот это вместе, и ваша потрясающая интуиция, и если у кого-то проиграется, что вы действительно водный знак зодиака, то здесь очень сильная такая интуиция. Не обязательно, что водный, да, просто вот как-то вот считается, что именно водные знаки, но это бомбезная просто интуиция, многие наделены какими-то магическими способностями. Я тоже, между прочим, рачок, да. Поэтому мы здесь с вами и общаемся, потому что тоже я в себе в один прекрасный момент почувствовала, да елки-палки, нужно все-таки развивать в себе это, да, и мне это очень нравится на самом деле. Я в это душу вкладываю, и вы, в общем-то, я думаю, это замечаете. Поэтому, если кто из вас чувствует, что вот есть какие-то способности, что можете их развивать, если чувствуете в себе силы, то дерзайте, у вас все очень получится. Ну и давайте смотреть, мои любимые мальчишки, давайте разбираться, почему вы до сих пор один. Давайте-ка ближе к раскладу. Почему же вы один до сих пор? В чем проблема? Смотрите, я буду разные ситуации рассказывать, поскольку это общий расклад, а вы примеряйте под себя, да, потому что, ну, не может у всех быть одинаково. Как я уже сказала, опять-таки нам карты подтверждают, что кто-то из вас 100%, 1000000% уже начинает кайфовать от одиночества, хотя, если появится такая женщина в вашей жизни, от которой ёкнет, вот вы ее точно не отпустите. Вот тогда у вас включится и энтузиазм, и мотивация. Вот тогда вы станете тем самым мальчишкой, которым были когда-то, да, потому что когда-то вы были, ну, такой хулиган, да, в хорошем смысле слова, завоеватель, когда-то вы были охотник, но после того, как вы получили все разочарования в жизни, о которых мы сегодня не будем говорить, да, чтобы не бередить ваши раны, вот после этого вы немножко поменялись, да? Здесь и укол по эго, здесь и удар по самооценке, здесь и разочарование в женщинах. Поэтому вот пока вы не встретите женщину, которая зацепит вот ваши такие струны души, а она зацепит, у кого-то это проиграется знакомство, либо же это людное место, может быть, у кого-то это компания какая-то будет, да? Ну, то есть, где вы будете отмечать что-то, может быть, с друзьями где-то там в кафешке какой-то, либо еще где-то будете сидеть. Здесь может состояться ваше знакомство. Но вот первая причина, почему вы один, как я уже сказала, да, у кого это резонирует, я думаю, вы это понимаете, то, что вы начинаете кайфовать от свободы. Почему вы кайфуете от свободы? Смотрите, здесь может проиграться то, что, опять же, да, нам карты повторно подтверждают. Вы кайфуете не потому, что вот мне действительно так классно одному. Нет, это такая вынужденная свобода, от которой вы учитесь, либо научились получать удовольствие. То есть вы как, так, знаете, человек трезвомыслящий, как прагматик такой. Вы понимаете, что поскольку вот я не могу пока найти свою императрицу, я не повстречал такую женщину, я буду жить, кайфовать, вот как идет, так и идет, как будто вы пустили на самотек, да? Это для вас может быть новшество какое-то, да? Это как жизнь с чистого листа, да? Вот потому что жить для себя это далеко не каждый умеет. А поскольку когда-то вы жили далеко не для себя, у вас была семья, да, были, может быть, там какие-то теплые, близкие отношения, вы вкладывались в семью, да, ну, сейчас вы можете там детям, внукам помогать, но вот именно сказать, что женщина какая-то будоражит вас, ну, так, по-настоящему, я не могу. У кого-то может проиграться, что есть на примете. Но здесь скорее вы так созерцаете, вы пока еще, может быть, присматриваетесь, вы, может быть, взвешиваете, стоит с ней там общаться, не стоит, подходить, не подходить, да. Вот и хочется, и колется. Кстати, напишите, у кого это проигрывается, ребят, потому что ваш такой энергообмен, да, ваша взаимосвязь со мной, это очень-очень важно, да.
И всегда очень интересно читать ваши комментарии, поэтому пишите, я всегда рада читать ваши истории. У кого-то, кстати, может проиграться, что вроде бы и женщина есть, да, которая нравится, но как-то вот не хочется уже суетиться, но это чисто внутренняя такая борьба, может быть, когда вы начинаете вспоминать, как когда-то вы вкладывались в отношения, и это не оценилось, поэтому здесь такая, знаете, двоякая ситуация. Вы действительно вот можете в душе воевать сами с собой. Вроде бы и хочу, а вроде бы я опасаюсь, да, опасаюсь проявиться, потому что опять я могу наступить на те же грабли. И этот страх, а страх это очень большая такая сила, он вас немножко может стопорить. Хотя, в общем-то, я вам скажу, ребят, ну так, забегая вперед, у вас у всех есть возможности, но очень так неплохо в перспективе наладить личную жизнь. Но мы сегодня не об этом, да, мы не будем о будущей женщине говорить. Мы сейчас смотрим, почему вы один. Так, дальше давайте смотреть, почему еще может проиграться. Кто-то из вас сейчас может пребывать в отношениях, да, поскольку это общий расклад. Но вы взвешиваете все за и против. Стоит ли быть с этой женщиной дальше? Потому что отношения, в принципе, мертвы. Вы чувствуете, в общем-то, себя вроде бы и, ну, как бы, я не могу сказать, что вы и женатый, да? Вы и не свободный, и свободный. Вот как-то так, да, вот серединка на половинку. Вы готовы были, вы когда-то вкладывались в эту женщину. Вы сейчас, может быть, даже продолжаете оплачивать там квартиру, машину, коммуналку, там продукты, все что угодно. Вы можете жить как соседи. Вы можете даже супружеские долги иногда исполнять, но это так напряжно. Это такие напряжные отношения, которые вас очень сильно тяготят, и вам надоело просто жить уже в одиночестве. Вроде бы рядом под боком есть женщина, пусть даже не в одной постели, да, пусть даже в одном пространстве, в одной квартире, в доме, но вы себя чувствуете одиноким, вам хочется от нее сбежать просто. Вы уже можете просчитывать планы, вы можете разные идеи обдумывать, как, знаете, такие пути отхода. Причем, вот знаете, в обеих случаях, вот которые я называла, неважно, вы в браке, не в браке, здесь идет такое вселенское разочарование. То, что я вкладываю намного больше, чем я получаю от женщин. Я хочу быть женщиной, я хочу строить семью, нормальные отношения, да, но мне страшно, я опасаюсь, что я наступлю на те же грабли, женщины не оценят. У кого-то из вас может проиграться, что, возможно, либо вы подозреваете, что на вас есть магия, либо же, может быть, даже вы как-то либо собираетесь, либо делали чистку, да. Ну, то есть здесь могут быть такие мысли, потому что вот неудачи в личной жизни, опять же, я сейчас обращаюсь ко многим, и к свободным, и к несвободным. У кого-то из вас точно могут быть мысли, что, может быть, вам сделано на одиночество. Тоже может проиграться, потому что, как я уже говорила, вроде бы и знакомство есть, да, вы можете ходить на свидание, вы можете все что угодно, там, знакомиться как-то, да, переписывается, может быть, кто-то. Но, тем не менее, ну, ничего не меняется, да, а воз и ныне там. Поэтому, ребята, здесь, да, здесь однозначно у кого-то из вас может проиграться, но, опять же, без диагностики этого невозможно определить. Поэтому добро пожаловать на диагностику, если у кого-то есть такие подозрения, да, вот вы реально хотите, да, устроить личную жизнь, но не получается. Добро пожаловать, телефон под видео, и чем могу, помогу. Знаете, здесь еще такая ваша какая-то внутренняя готовность, готовность к разным исходам. То есть вы настолько уже устали ждать, вы настолько устали, может быть, кто-то суетится, да, те же переписки. Вам уже так надоели, если вы, допустим, там в каких-то соцсетях знакомитесь, либо сайты знакомств, может быть, кто-то на улице, где угодно знакомитесь, вы так устали уже это делать, да, вам хочется, чтобы вот случилось, ну, какое-то чудо, да, я просто вот своими словами уже вам информацию говорю. Хочется, чтобы вот просто женщина появилась в вашей жизни, да, вот как будто каким-то волшебным образом, но вы в то же время понимаете, что так не бывает, что
чтобы что-то получить, нужно хотя бы что-то сделать, да, ну как бы это законы, да, жизненные. Под лежачий камень вода не течет, поэтому здесь и самонакручивание, здесь у кого-то такая отрешенность. Вот смотрите, кто-то из вас уже поставил крест на своей жизни, на личной жизни. Потому что, ну, реально длительный период может не быть вообще женщин, не может быть даже любовницей. Поэтому вы как бы поставили крест, хотя крест ставить абсолютно не стоит. Как я уже говорила, в вашей жизни появится женщина. Плюс, давайте я напоследок хотела бы еще посмотреть, какие, может быть, вы ошибки совершаете в отношениях, да, и какие косяки уже, ну, не повторяйте просто в следующих отношениях. Хотя, я думаю, многие из вас, так, мы сейчас прикроем то, что не нужно. Ну, то, что вам нужно бороться со своим внутренним ощущением, да, со своими мыслями негативными, это однозначно. Нам опять же Таро это подтверждает. Далее, когда у вас появятся новые отношения, а они появятся 100%, причем вот я прикрыла просто наготу, будут достаточно бурные, страстные, да, суперские такие отношения, но сейчас мы не об этом, я буду держать немножко интригу. Вам нужно учиться жить для себя. Я не говорю быть эгоистом ни в коем случае, но хотя бы немножко времени посвящайте себе любимому и делайте то, что вы бы хотели, да? Потому что вот многие из вас, может быть, привыкли жертвовать в прежних отношениях, да? Почему у вас и были скандалы, конфликты? У вас даже скорее внутренняя борьба была раньше в отношениях. Вы хотели, может быть, пойти к друзьям посидеть, да, там мальчишники, рыбалка, охота и так далее. Может быть, в баньке кто-то хотел попариться. А жена вам могла говорить: да не, дорогой, ты будешь сидеть и рядом со мной пельмени лепить, грубо говоря, да, либо же там убирать или еще что-то делать, да, вот, ну, то есть искала любую причину. А вам-то в душе хотелось пойти, да, просто какой-то часок посидеть, и в этом ничего страшного. Поэтому внутренняя борьба, вот эта, да, она очень сильная в вас, и ну, не хочется наступить на те же грабли. Поэтому, мои хорошие, вот вам совет, учитесь, я вот такой банальный пример вам привела. Когда у вас будут новые отношения, находите этот часок хотя бы, просто чтобы с друзьями где-то побыть, да, либо же сходить куда-то. Может быть, вам хочется кому-то, я не знаю, в музей сходить, грубо говоря, да, ну, то есть, это сейчас, конечно, может быть с области фантастики, может быть, хочется просто пойти, поразмышлять, посидеть где-то в парке на лавочке, да, какой-то час. Ну, вы этот час посвятите себе. Вот не делайте этих ошибок, потому что наступите на те же грабли, если вы будете слепо вкладываться в новые отношения, если вы слепо будете делать то, что вы делали раньше. Меняйте модель поведения, это основное. Меняйте модель поведения. Финансами вкладываетесь дозированно, опять же, потому что вы такой человек, когда вы любите, влюбляетесь, ну вы, ну в хорошем смысле слова, вы можете, ну, душить своей любовью. Вы настолько любите женщину, когда по-настоящему, да, вот влюбляетесь, эти отношения, но вы готовы, ну реально вот по тузу пентаклей, да, вы готовы отдать, ну, последнюю копейку, последнюю рубашку. Вот не делайте этого, потому что, опять же, подсадите женщину на свое такое супер отношение. Я не говорю, не давайте денег, нет, потому что сейчас начнутся мне всякие там не очень хорошие комментарии. Давайте вот как-то, ну, может быть, структурированно. Может быть, поскольку вы такой логичный человек, да, вы можете понять, женщина их растрынкает, пойдет, либо же что-то, может быть, и действительно какую-то вещь купить, обувь там купить, либо, ну, что-то такое полезное, да. То есть не сорите деньгами, это тоже вам такой маленький совет. И знаете, еще отпустите вот прошлые страхи и обиды, потому что у кого-то из вас они, ну, они как дамоклов меч, они висят над вами. Они триггерят постоянно вас, они не дают вам покоя. Перестаньте сравнивать прежние отношения вот с новыми, которые будут. Потому что придет новый человек, будут новые отношения, новая история. И как раньше уже точно не будет. Потому что другой человек, это нужно вот, ребят, как дважды два усвоить. И тогда в вашей жизни будет все по-новому. Вы научитесь
не позволять женщине вытирать о себя ноги, а вы немножечко поднимете свою самооценку, потому что у многих из вас она просто упала ниже плинтуса. Ваша прежняя женщина просто сапогами растоптала вашу самооценку, ваше эго мужское, да, вот оно где-то там валяется на полу ниже плинтуса и скулит и плачет. Ну так, если по-честному, да. Поэтому не делайте этих же ошибок. Да, будьте нежным, ласковым, заботливым, но без фанатизма. Вспоминайте то, что вы у себя есть. Вспоминайте то, что ваши потребности тоже важны для вас. Если вы не будете себя любить и уважать, то вас не будет никто любить и уважать вас вокруг. Поэтому, мои хорошие, у вас все сложится. Единственное, вот не растворяйтесь. Это вообще касается, в принципе, психологии отношений. Кто не знает, я психолог, то это, в общем-то, касается всех, и мужчин, и женщин. Да, вот нельзя растворяться в партнере на 100%. Это прикольно, это классно. Но впоследствии к этому привыкаешь, да, потому что привыкаешь и к хорошему, и к плохому, и это впоследствии может просто не оцениться. Мало кто оценит такое поведение. А когда вы дозированно это что-то даете, да, ну, это по-другому воспринимается. Поэтому, мои любимые мальчишки, любим себя, помним о себе, да, учитываем, что, кстати, еще некоторые из вас вот тормозят свои новые знакомства вот именно по поводу страхов. Вот вы закрылись именно из-за страхов. И я бы вот как бы резюмировала, ну, я бы сказала, большинство из вас из-за внутренних страхов и опасений не продолжают, либо же не вовлекаются, не ищут, может быть, новые отношения. Поэтому пересмотрите свое отношение к жизни, к женщинам, к тому, что вы хотите, как вы хотите. Ну и будет вам счастье. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!